Друзья, всем привет! В этом видео мы узнаем правду. Результат применения средства на наших орхидеях, как говорится, ожидание и реальность. Что получилось после 6 недель применения средства для повышения иммунитета орхидей, для здоровья орхидей, для, скажем, такого, знаете, возрождения из больного состояния орхидей, для того, чтобы посмотреть, как реагируют на это средство цветущие орхидеи, слабые орхидеи, просто обычные долго не цветущие орхидеи. Вкратце хочу напомнить, что буквально 6 недель назад мы с вами на нашем канале взяли средства для нескольких сложных, трудных орхидей. Одна орхидея, которая годами не цвела, вторая орхидея только что пересаженная, слабая, с квелами, листьями, с такими, как мочалочка, как уши спаниеля. Третья орхидея, которая 3 раза сбрасывала корни, стоит на наращивании корней и всем своим видом показывала, что она не собирается жить. Четвертая орхидея, это вот она, цветущая орхидея, но тоже с небольшими проблемами. И пятая орхидея, это тоже орхидея, находящаяся на реанимации и стоящая на наращивании корней. И вот мы с вами взяли по просьбе производителя вот этого средства Аминосила, в обмен на то, что я согласился протестировать это средство, в обмен на то, что я расскажу объективную, ну, со своей точки зрения, объективную информацию его применения, без каких-то приукрас, все как оно есть. И вот сегодня, друзья, для первых 3 орхидей уже прошло 1,5 месяца, для вторых 2 орхидей месяц, достаточный срок, по которому производитель, ну, как бы вот на упаковке написано, да, уверяет, что уже через месяц применения этого средства орхидеи полностью восстановят все необходимые для своей жизнедеятельности аминокислоты и витамины, микроэлементы, которые необходимы для полноценного развития и жизнедеятельности орхидей. У нас уже было несколько видео про это средство. Какие результаты были, повторяться не будем. Сегодня подведем итог, и это будет последнее видео применения Аминосила. Почему последнее? Об этом я расскажу в конце видео. Ну, а пока давайте посмотрим на результаты, и я сделаю, ну, скажу все как есть, да, всю правду, что мне понравилось, что мне не понравилось, для того, чтобы вы сами могли принять решение о том, стоит оно этих денег, нужно ли его покупать, не нужно ли его покупать, и если покупать, то для чего оно как бы, ну, больше всего подходит. Ну что, начнем, пожалуй. Итак, сегодня у нас 26 апреля. Сегодня срок, когда я должен делать очередную, вот я пометку сейчас в календарь смотрю, очередную 4-ю обработку этих орхидей, но ради чистоты эксперимента этого делать не буду. И это тоже, почему? Это как раз к вопросу, что это последнее видео применения Аминосила. В конце видео я скажу. Итак, друзья, 14 марта, 6 недель назад, мы с вами обработали первые 3 орхидеи. Значит, что это были за орхидеи? Это важно понимать. Я сейчас, это итоговое видео, оно будет не быстрое. Чтобы понять, насколько эффективен и в каких случаях, да или нет, стоит его применять или нет Аминосил, нужно понимать историю этих орхидей. Для чего, я просто напомню, мы применяли это средство. Итак, у нас было 3 орхидеи. Одна, вторая
И вот это вот третья орхидея. Начну сразу с третьей орхидеи из этих трех орхидей. Это, я ее называю, такая мужская орхидея, потому что она уже, ну, год 4, наверное, у нас не цветет. Это та орхидея, которая 2 года у нас была с открытыми корнями. Потом вот уже 3-й год она вот в этой посадке, в закрытой. Она все хорошо себя чувствует, замечательно. Корневая система у нее и до аминосила прекрасно росла. И листья тоже у нее все было у нее хорошо, за исключением одного. Но она у нас, вот все средства, которые мы с вами, кстати, да, на канале про нее, чтобы мы на ней не применяли, чем бы ее не опрыскивали, чем бы ее не пшикали, не цветет и все, вот не зацветает, и стрессы, и то, и все, и 3, 10. В общем, это одна из немногих исключений, которые пока что мы к ней подбираем ключик для цветения. Из сотен орхидей, которые у меня есть, и которые у меня были за 20 последних лет. Вот это вот первая, которая не хочет уже цвести достаточно продолжительное время. И вот мы на ней применили аминосил в надежде на то, чтобы орхидеям, возможно, ей не хватало каких-то аминокислот, тех самых вот 40 с плюсом аминокислот, которые входят в состав этого средства аминосила. Возможно, да, поэтому мы применили, опрыскали, ну и что, какой результат, друзья? Смотрим, ну, результат, за исключением того, что полез новый листик у этой орхидеи, ну, она чудо пока не свершилось, то есть цветонос не появился. Ждем, друзья, откладываем эту орхидею на потом, вот. Или даже вообще, возможно, я ее в мае просто разыграю в одном, или в мае, или в июне, в одном из очередных розыгрышей, как и обещал. Если будем обрабатывать аминосилом, ничего не поможет, то она просто сменит место жительства. Это будет последний, может быть, какой-то шанс для того, чтобы орхидея, ну так тоже, кстати, бывает, нередко, когда орхидея бывает плохо-плохо себя в одном месте чувствует, потом меняет место жительства, и раз, она расцветает. Может быть, ее просто угнетают на фоне вот этих всех красоток, она просто, может быть, не хочет, стесняется зацвести, а в новом доме она расцветет по полной. Вот такое тоже, друзья, редко, 1 на миллион, но бывает. Значит, вторая орхидея, друзья, это орхидея Spot Leopard. Кстати, вот эту, которую я первый показал, мы даже не знаем, как она цветет и что это за сорт орхидеи. Это фаленопсис. Брал я ее уценкой в магазине. В общем, на реанимацию мы ее брали. Ну, история у нее отдельная, в общем. Вторая орхидея — это Spot Leopard. После пересадки вот в такое кашпо мы ее, по-моему, купали целиком, потому что у нее отсутствовали корни у этой орхидеи. Мы ее купали, значит, и потом пересадили с 3 там воздушными корнями. Когда мы ее достали, эту орхидею, у нее основных корней в горшке не было, были только вот наверху там 2-3 корешка воздушных. В общем, с воздушными корнями мы ее сюда посадили. Применяли аминосил посредством ее купания. Значит, что за это время произошло? За эти 1,5 месяца у нее были квелые листья, помните, как тряпочки. Она восстановила их, вот, да, видим. По поводу новых корней, но я вижу, что вот раскуклился корень у нее, воздушный пошел расти. То есть вот этот воздушный корень пошел расти уже горшковым будет. Вот видите, вот такой вот зелененький кончик. Ну, в общем, кое-какой результат, какая-то динамика есть. Убираю палочку, все, теперь она будет без палочки. Палочки подпирали, потому что лист был просто лежал, как и, собственно, вот этот вот. У нее было 2 палочки. Результат есть, но, опять же, мы по результату еще в конце видео поговорим. Третья орхидея из 3 первых, самая уже такая, знаете, она уже войдет в историю нашего канала. Это орхидея «Фантастическая жемчужина». Чтобы было понятно, она уже у нас прошла в прошлом году
Да, в прошлом году очередной круг потери корней, потери листьев, то есть такая с проблемами. Изначально орхидея, купленная от тайваньского производителя, была взрослая, но она была в очень плохом состоянии. Предысторию рассказываю, чтобы было понятно, про орхидеи, на каких мы применяли аминосил. А вся история всех орхидей, применение на этого средства у нас на канале имеется плейлист, который называется «Аминосил для орхидей». Там все у нас с самого начала и по сегодняшнее видео. И вот, значит, эту орхидею у нас стояла на наращивание корней, нарастит, потом сбросит. Значит, нарастит, потом сбросит. И вот это вот, по-моему, третий у нас уже круг по наращиванию. И он такой, я бы так сказал, достаточно такой успешный. Все, что вы сейчас видите, вот эти корни, они проснулись, ну, как бы, после того, как мы начали применять аминосил. Вы видели в первом видео, когда мы только-только применяли, значит, в каком состоянии эта орхидея была. То есть у этой орхидеюшки вылезли новые корни, и ее мы будем на днях пересаживать. Поэтому, кстати, пользуясь случаем, напишите в комментариях, в какой бы грунт вы хотели, чтобы мы ее посадили, и в какой горшок, и вообще на какой способ посадили ее. Но я могу предвидеть, что у нас сейчас тема варенки идет, а возможно мы ее с варенкой, ну, в общем, вот в эту прям обалденную классическую посадочку сделаем. Мне так кажется, что ей должно понравиться. Вот. В общем, фантастическая жемчужина, друзья. Сиреневый биглип, объективно ожил. Объективно ожил именно после того, как мы ее обработали аминосилом. Тут как бы спора нету. Ну, хотя, конечно, можно сказать, что весна, что еще что-то. Возможно, все возможно, не спорю. И об этом мы в конце видео поговорим обязательно. Значит, четвертая орхидея – это, значит, орхидея, которую мы ожидали, что от нее. Ожидали что от нее? Ожидали то, что первое, можно ли аминосил на цветущих или бутонизирующих, еще бутоны у нее были, применять аминосил, можно ли, не скинет ли орхидея. Даже если немножко раствор превышен в концентрации применения, а у нас превышен, как оказалось, и это тоже минус, о котором я расскажу, недочет производителя, обязательно об этом скажу, потому что у меня до сих пор когнитивный диссонанс остался от того, что на упаковке написана одна доза применения, на сайте написана другая доза применения, производитель никак не определится, с какой дозой точно нужно применять это средство для орхидей, потому что я смотрел видео год, по-моему, полтора назад у других блогеров, у них было, значит, у орхидей, значит, применение этого средства было по инструкции, та, которая сейчас на сайте, да, концентрация. Но блогеры стали ее в 2 раза увеличить. Потом у производителя на упаковке появилась та, которая сейчас у нас, и продается такая, с такой инструкцией. Да? И на сайте была такая инструкция. Потом поменяли на сайте опять в меньшую сторону. То есть, вот знаете, и умные, и красивые, и умные, и красивые. Вот здесь вот у меня до сих пор какой-то такой небольшой осадочек в плане, как применять это средство. Тем более, что мне, очень много было комментариев и в личке просто. Кто-то мне там пишет, что я ошибся. Кто-то говорит, что производитель ошибся. Кто-то говорит, что я вообще неправильно что-то там делаю из-за неправильного применения, поэтому там будет неправильный результат. Друзья, я не ошибся. Я делаю так, как написано на коробке, по инструкции. Тем более, что, друзья мои, это средство не 3 копейки стоит, да, где можно там списать, типа, там, плюс-минус не страшно, неправильно, да. Это средство достаточно хороших денег стоит, чтобы вот как-то вот, не очень серьезно подходить к подготовке, к концентрации применения этого раствора. Поэтому
я делаю по инструкции. Вот. Как оно там на самом деле, это уже на совести производителя. Так, ну что по этому биглипу, это орхидеи у нас называются тако, систер тако. Вот, я с Виталком все время путаю. Систер тако, биглипчик вот такой вот розово-сиреневый. Значит, что мы от него ожидали? Первое, не сбросит ли он цветы и не затормозится ли после применения аминосила цветущим. И второй момент, ждали от него начала роста, у меня к нему была претензия к этой орхидее, значит, начало роста листовой массы, потому что с момента его покупки, вот как было у него, вообще с момента покупки было 3 листа, он у меня уже в коллекции 1,5 года, он просто остановился и стоит, при этом он уже цветет второй раз. В прошлом году он цвел, в этом году цветет, а листья у него не растут. Поэтому, возможно, была мысль, что ему не хватает каких-то аминокислот для полноценной жизни. Мы ему дали аминокислот, но, друзья, листья, чудо не свершилось. Чудо не свершилось, листья не полезли. Я не вижу, по крайней мере, и даже весна не подействовала, если кто-то хочет сказать, что весна идет, поэтому результаты есть. Здесь результата нету. Как нету и результата на то, чтобы сбросили цветы. То есть применять это средство можно на цветущих орхидей. И здесь у нас, с одной стороны, хорошо, что не сбросили, средство оправдало ожидания, но с другой стороны, не оправдало в плане применения наращивания листовой массы. И пятая, друзья, орхидея, это одна из, четвертая орхидея, это одна из 5 уценок, которые мы покупали в прошлом году для реанимации и возвращения к жизни. Значит, 4 орхидеи у нас уже вернулись к жизни, мы их нарастили корни, точнее, они восстановились, вот вернулись к жизни, и мы их разыграли у нас на канале. Это 1, 2, 3, 4, вот это 5-я осталась орхидея. Самая сложная была, у нее не было корней, мы ее поставили в моховое гнездо для наращивания корешков и применяли здесь, ввиду того, что она у нас уже была посажена, и применение аминосила, кроме как опрыскивания и протирания листочков, по-другому здесь не предусматривалось. У нее были квелые листья, тоже висели по бокам, по краям, прям вот так вот. Сейчас листья немножечко восстанавливаются, но сегодня получается месяц, да, то есть по большому счету можно было бы ее и еще аминосилом обработать, но мы не будем. И почему я сейчас объясню. Значит, какая динамика у этой орхидеи? Ну, что сказать, значит, внешне так вот, чтобы прям что-то там росло, вау, ну, пока вот я не особо вижу, за исключением, ну, вот листочек, да, подрос. Плюс появился там маленькая пимпочка корешка, вон, видите, в глубине на темном фоне, вон он, крупинка такая проклюнулась корешочка. То есть, ну, полезли корни, это хорошо. Но, опять же, теперь возвращаясь к вопросу, к весне, и почему это последнее видео, почему мы аминосил не будем применять, но применять вообще, не вообще, а вот сейчас, потому что действительно весна. Потому что сейчас сказать объективно, ну вот я сейчас просто, я не говорю про другие каналы, где тоже сейчас тестируют это средство, где аминосил, который появился в тестах сразу после нашего видео, я, честно говоря, не ожидал, что когда производитель предложил прорекламировать аминосил, я производителю сказал, что я рекламой не занимаюсь, мне это не интересно, а вот протестировать я могу ради вот просто интереса, если там производитель предоставит, например, там призы для наших ежемесячных розыгрышей на канале, и с учетом, если производитель, как сказать, согласится на то, что я объективно буду озвучивать, как это средство, ну, как сказать, какой результат у этого средства, потому что я говорю и буду говорить, что не существует средств, которые в 100%
на 100% случаях дают стопроцентный результат. Это всего касается и лекарств, и различных стимуляторов, и так далее, и тому подобное. Вопрос только в другом. Какой положительный у того или иного средства? И вот сегодня я подведу свое, оно будет мое объективное мнение, но с точки зрения других оно будет субъективное. Вот, по итогу этих орхидей вот сейчас показал, объяснил. И вот, значит, заговорился уже совсем, мысли бегут быстрее, чем я говорю, перескакивают, и я поэтому это. В общем, смысл в чем? Смысл в том, что, значит, когда производитель предложил, я думал, что, мы вот будем тестировать сейчас долго, тут на других каналах тоже вышли тесты про аминосилы. Уже знаете, как это, масло масляное. И поэтому не думаю, что тестирование этого средства на массе каналов, оно, мне кажется, наоборот, вызывает, уже такой, знаете, уже оскомину набивает, уже масло масляное, мед медный. Тем более, когда там везде все хорошо. У нас не все хорошо, И еще один момент, весна сейчас, да, и много комментариев, и я согласен с этим, что весной не совсем объективно делать какие-то, точнее никак, не делать, а тестировать какие-то стимулирующие, восполняющие, восстанавливающие вещества по одной простой причине, что вот буквально вчера я показывал видео, да, пересадки наших орхидей в вареную кору. Вот. Те, кто не видел это видео, я ссылку в верхнем правом углу оставлю, где можно без всяких средств, без всяких стимуляторов. У нас и так орхидеи после пересадки просыпаются. Вот смотрите, прут корни со всех. Это бабочка Клеопатра. Еще раз, кому интересно, ссылку оставлю на вчерашнее видео. Зайдите, посмотрите. Поэтому тут идет весна, друзья. Посадка, весна, свет, полив, солнце прибывает. И поэтому не совсем объективно, я считаю, сейчас, в настоящий период времени, проводить тест. Поэтому видео в этом сезоне весеннем и начало лета у нас про применение аминосила на орхидеях на нашем канале последнее. И мы его начнем применять в конце лета, когда солнце будет убывать, когда все орхидеи у нас, большая часть, закончит свое цветение, когда начнутся похолодания и так далее и тому подобное, когда орхидеи будут обессилены после шикарного цветения многомесячного, когда световой день будет сокращаться, вот тогда, на мой взгляд, и на взгляд сотен и тысяч зрителей нашего канала, тестирование будет объективное. Вот, поэтому с аминосилом, друзья, вот такая вот история. По поводу ожиданий и реальности. Значит, не все так, мои ожидания 50 на 50. С точки зрения применения на фантастической жемчужины слабая орхидея. Действительно, после применения пошел отзыв этой орхидеи на аминосил. Полезли корни, начали листочки растить. И тут вопрос там весна, не весна. На мой взгляд, не действовал, потому что эта орхидея у нас уже 3-й год, и в ее жизни были и весна, и зима не первая, не вторая, и лето, и т.д. и т.п. Результат был один: только нарастила чуть-чуть корней, бах, она сбросила, только нарастила, бах, сбросила. А здесь вот у нас после тяжелой продолжительной такой реанимации, наращивания корней над водой, в триферне, она у нас после аминосила проснулась. Заслуга ли это аминосила или это совпадение с весной, тут уже по факту каждый сам для себя решит. Второй момент. Ожидания, не оправдались от применения, чтобы зацвела орхидея. Но, возможно, аминосил и не предназначен для того, чтобы, стимулировать орхидеи к цветению. Следующий момент. Пересадка спот леопарда
слабого, без корней, мы его замочили, он активно отозвался на аминосил, то есть слабый был, больной, ну не больной, а слабый был, да, такой, знаете, ему не хватало влаги, ему сил не хватало, ему не хватало иммунитета, то есть, ну, думаю, что здесь в этом плане аминосил сработал, потому что все-таки у орхидеи не было корней, всего там 2-3 воздушных корешка, мы ее замочили, кстати, видите, даже на кончиках воздушные корешки проснулись, видите, даже воздушные здесь у нас раскуклились, вот они, после пересадки. И сама орхидея восстановила так за месяц, хотя уже через 2 недели был результат. Ой, вот так. Через 2 недели уже был результат виден. То есть здесь я все-таки больше отдаю аминосилу заслугу. То есть у нас сейчас получается счет 2-1, да, в пользу из 3 орхидей, 2-1 в пользу аминосила. По поводу, значит, вот этой орхидеи цветущей, то есть ожидать от нее наращивания массы, листовой массы, тоже как бы не оправдалась моя надежда, но зато, как сказать, доволен тем, что на цветущих орхидеях аминосил применять можно. Но вопрос зачем? Да? То есть смысла применять аминосила для орхидей цветущих я не вижу. Орхидея цветет уже хорошо, значит, ну, как бы орхидее не нужно этого средства. Да? А вот для применения для того, чтобы начался рост листовой массы, здесь уже, друзья, вопрос такой, как сказать, двоякий. Орхидеи не все начинают наращивать листья при цветущем цветоносе. Поэтому с этой орхидеей мы отложим до осени, точнее до момента, когда орхидея отцветет, до осени, и уже на вот отцветшей будем применять. Здесь, друзья, я пока ничему, ни в плюс, ни в минус аминосилу не даю. Тут вопросов как бы... Ну, кстати, и с этим тоже, с первым, где мы ожидали, что она зацветет, ну, как бы аминосил, наверное, не для того, чтобы орхидеи зацветали. Что касается 5-й орхидеи, раз, два, три, четыре, 5-й, да, 5-я орхидея это. Почему я в прошлый раз сказал 4-я? 5-я орхидея, которой мы наращивали корни, применили аминосил. Ну, что могу сказать? По факту, ну, она как бы, ну, стала восстанавливаться. Листья стали восстанавливаться по факту. Появились даже корешки. Ну, здесь тоже вопрос, как бы, знаете, именно с этой орхидеей, потому что она у нас всего несколько месяцев. Здесь, наверное, все-таки 50-50. И весна, и моховое гнездо, и аминосил. Ну, он, конечно же, какую-то роль сыграл, но прям вот исключительно, что его заслуга здесь, я не могу. Ну, это вот, если объективно говорить. А вот получается, что аминосил действительно, ну, в моем понимании, то, что я сегодня увидел, что хорошо действует именно вот на слабых орхидеях, на орхидеях, которые там болели, допустим, или болеют, да, которые потеряли там какой-то иммунитет при потере корней. Вот в этом плане аминосил работает, ну, не на 100%, да, но вот где-то, ну, в моем понимании, вот по результату вот этих 3 орхидей, если взять это все за 100% его, ну, реального направления, куда можно применять, то, наверное, вот на 2/3, то есть на 60-70% он эффективный аминосил. Но, опять же говорю, еще раз повторюсь, что нету средств, которые действуют в 100% случаях, на 100% положительно дают результат. Нет таких в мире средств. Средств масса, и каждое средство это как ключик к неизвестному замочку. Какой-то подошел, какой-то нет. Какой-то подошел, какой-то нет. И вот важен момент, насколько вот это средство аминосил, да, как ключик, подойдет к какому количеству замочков. И вот ну, на мой взгляд, вот из этих 3 орхидей он подошел к этим 2.
Вот, это пока под вопросом. Те орхидеи, которые первые я отложил в сторону, это орхидеи, куда, можно так сказать, это не замочки, куда суют ключики, это совсем другие объекты. Вот такое понимание. То есть для цветения, для листовой массы аминосил, по крайней мере в нашем случае, при весне, при действующей весне, не сработал. А вот на слабых, больных и реанимируемых орхидей на наращивание корней аминосил в 2/3 дает положительный результат. В общем, друзья, я не хотел обидеть этим видео. Я старался давать объективную информацию. Насколько она получилась, настолько она и получилась. А с аминосилом мы продолжим, объективности ради, применять его в конце лета. И посмотрим, какой результат он нам даст к середине зимы, когда солнце пойдет на прибыль. А пока тем, кто хочет сам испытать и не имеет возможности купить это средство, а хочет испытать, у вас есть возможность его выиграть у нас на канале в ежемесячных розыгрышах орхидей, которые мы проводим каждую последнюю субботу месяца. Вот уже 3-й год подряд на нашем канале, здесь на YouTube в канале. В 10 часов по московскому времени аминосил у нас будет один из среди прочих призов, которые мы разыграем среди подписчиков, зрителей нашего канала. Поэтому приходите, присоединяйтесь, получите возможность выиграть и уже на своих орхидеях попробовать, насколько он эффективен или неэффективен в уходе за орхидеями. Все, друзья, всем пока.